Так, народ, привет! Сейчас с вами будем пылесосить ковер, да? Речь сегодня пойдет о пылесосе Dyson, значит, версия Dyson V7. V7 Cord Free. Итак, этому пылесосу уже, по-моему, наверное, около 7 лет, что-то плюс-минус такое. И за это время вот этот вот оригинальный аккумулятор, считай, полностью деградировал. То есть засекайте время, сколько я буду пылесосить вот на полностью заряженном, только что снятом со станции аккумуляторе. Итак, поехали. Ну, буду елозить просто на одном месте. При этом на малой скорости. Все, кнопка нажата, видите, висит на пальце, горит зеленая, желтая лампочка загорелась. То есть больше он не врубается. Не знаю, прошло, наверное, ребята, меньше минуты. То есть аккумулятору полностью хана. Ну что ж, пойдем на стол и заменим аккумулятор на новый от ТПЦ. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Пришел я за стол, и перед вами целых 3 аккумулятора. Значит, смотрим. Вот этот аккумулятор, который прослужил 7 плюс лет. Опять же, напоминаю, пылесос Dyson V7. Значит, читаем. Аккумулятор сам SV11 версии. Имеет 21,6 вольта, 2100 мАч, 46 Вт-час. Вот это вот оригинальный аккумулятор, который я не снимать, не разбирать для вас не захотел, так как у меня есть точно такой же, друзья, аккумулятор, только по способу крепления он, соответственно, от другого пылесоса. А так все в точности. Имеет 21,6 вольт, 2100 мАч, ну и опять же 46 Вт-часов. Вот. И это уже аккумулятор SV04. Вот когда выбираете аккумулятор, смотрите на эти вот данные. Значит, данный аккумулятор собран на элементах 18650. Разбирается он крайне, друзья, сложно, так как имеет, смотрите, сколько защелок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И разобрать его, не повредив корпус, практически невозможно. Реально, конечно, но очень трудоемко. Поэтому запоминайте, как что разбирается. Ну вот я такими пластмассовыми карточками банковскими подкладывал, кусочки разбирал. Вот. Ну и опять же отличается он способом крепления от крепления, собственно говоря, аккумулятора для V8. Вот так это все дело выглядит. Здесь он крепится еще плюс одним винтом. Один здесь, один здесь. У меня один сюда и 2 сюда. Вот как-то так. Значит, разбираю, смотрим, что и как здесь устроено. Вот. Значит, данный аккумулятор совершенно молодой, с хорошими, друзья, ячейками. Проработал он у тещи моей подарили пылесос другой модели, вот, менее полугода. Почему проработал менее полугода? Потому что она пользовалась все время на максимальном режиме. А это для этих аккумуляторов, для оригиналов, просто убийство. Не знаю, кто-то выдвигает версию, что они считают циклы максимальных режимов, вот, и просто заходят в защиту. Здесь та же картина. Аккумулятор зашел в защиту, и никак и ничем его не вывести. Поэтому было проще купить новый, вот, для тещи, и, так сказать, все это дело забыть. А я в очередной раз, посетив магазин ТПЦ на сайте Алиэкспресс, вот, листая, выбирая аккумуляторы для обзора, ну, для инструментов, нарвался на аккумулятор от ТПЦ, но для версии V8 пылесоса. Ну и поскольку мне нужен аккумулятор, нужен был он уже еще полгода назад, он уже слабо работал, теперь так вообще, я продавцу пишу: друг, подойдет ли этот аккумулятор для пылесоса версии V7. Набросал ему фотографий много. Вот, на что он мне ответил: к сожалению, аккумулятор версии V8 не подойдет для пылесоса в версии V7. Но опять же, наверное, по понятным причинам, правильно, по способу крепления. И говорит еще такая оговорочка: но, друг, если тебе нужно, мы изготовим и пришлем. Ну, конечно же, другу, так сказать, нужно, правильно? А что, так можно было, что ли? Вот. Ну и все, он незадолго после переписки мне высылает данный аккумулятор. Это было 3, друзья, декабря.
Аккумулятор шел буквально 10 дней. За 10 дней он появился в Казахстане, в Алма-Аты и благополучно пропал аж до 12 мая сего года. Я его в руки получил где-то в 20-х числах мая. Вот как-то так. То есть почти полгода мне шел вот этот вот аккумулятор. И причем, я так понимаю, что это прототип. Самый, наверное, первый аккумулятор, который они изготовили, соответственно, для пылесоса версии V7. Ни наклеек, ничего, друзья, здесь вы не увидите. Просто голый аккумулятор. Вот изготовили, видимо, прототип. Где-то как-то, может быть, протестировали, испытали и прислали мне. Не знаю, мне хочется верить, что вот у меня в руках самый первый аккумулятор от TPCell для версии V7. Ну, вы считайте как хотите. Мне, знаете, так приятно, что я первый вот получил, так сказать, прототип аккумулятора. Ну и благополучно я его получил, хотя продавец выслал мне два аккумулятора. Один для пылесоса и второй для инструмента с разъемом PD. Соответственно, вот. Посылка была заявлена кило 600, но 12 мая она стала уже 600 там, с копейками грамм, то есть только вот вес одного аккумулятора. Шел я на почту с мыслью, какой же, я уже понял, что один аккумулятор где-то потеряли, какой же аккумулятор потеряли. Но благополучно потеряли тот для инструмента. Мне важнее вот этот. Кстати, тот мне продавец выслал вот на днях повторно. Ну что ж, мы с вами разбираем, смотрим. Корпус я вам показал, все показал. Значит, корпуса, друзья, считай, практически, ну, есть разница, но почти цвет в цвет. То есть, все просто замечательно и отлично. Ну, и также снимаем эту крышку. Друзья, никаких тестов я проводить над этими аккумуляторами сегодня не буду. Почему? Потому что это видео, скорее всего, смотрят люди, не занимающиеся аккумуляторным инструментом, а люди, которые хотят прикупить себе аккумулятор, соответственно, для Dyson. Поэтому им не важно там какие-то там характеристики, тем более, что я уже на такие аккумуляторы делал аж 2 теста. Эти видео я постараюсь приложить в описании к видео. Ну, то бишь, те аккумуляторы были в сборке для аккумуляторов типа Makita. Здесь, значит, установлены у нас аккумуляторы от TenPower. 4000 мАч, то есть в 2 раза больше, нежели стояло. Вот. И эти аккумуляторы TenPower 40 TG. То есть пушка, бомба, ракета должна быть. Вот. У них еще, по-моему, есть, я смотрел на Озоне, по-моему, на элементах EVE 40 PL. Что-то в этом роде. Могу, друзья, ошибаться, но вот как-то так. Вот, так там заявлено 15 минут непрерывной работы на, соответственно, максимальном режиме. Ну, тестировать это уже я тоже, наверное, бессмысленно. Вот, посмотрим как что. Тем более, даже при всем моем желании показать вам даже внутреннее ихнее сопротивление, я не могу это все дело отклеить, так как отклеивается, видите, с, соответственно, изоляционными картонными колечками вот этими вот. Собрано все очень качественно, очень четко, в принципе, как всегда, я считаю, у TPCL. Кто-то там, кто сам перебирает эти аккумуляторы, будет писать, конечно же, да, я сделаю лучше. Бесспорно, друзья, вы сделаете лучше. Но поскольку мне на это все дело нету времени, так сказать, поэтому я довольствуюсь тем, что есть. И я буду доволен этим аккумулятором, я надеюсь, еще там хотя бы несколько лет, да. Вот. Так, что мы здесь имеем? Нажимая кнопочку, мы это все дело, видите, включаем. У нас загораются 2 синих индикатора. Все в точности, как, соответственно, и здесь. Ну, здесь уже ничего не загорается. Он года 2, наверное, лежит у меня. Ну, и вот так все это дело собрано. Значит, установлены 2 мосфета. Как, друзья, я не увеличивал. Вроде бы надпись читается этих мосфетов, но именно точно по данной надписи я ничего не смог найти. Есть и на 300 ампер, и на 150, по-моему, и на 180. Вот поэтому я точно не скажу, какой ампераж держат данные мосфеты. Вот. Да, в принципе, пылесос-то не особо и энергозатратный, чтобы такие токи тут уже ставить. Но есть как бы и есть. Опять же, видите, приклеен термодатчик с данной стороны. Со второй стороны они уже ставить его не стали. Вот достаточно, в принципе, и с одной стороны. Где-то здесь у меня просвечивались надписи. Я хотел бы тоже вам их показать, если они будут видны. Ну, тоже видно все не полностью. Как-то вот, друзья, так. Опять же, элементы 21700 имеют номинальное напряжение на баночку 3,6 вольта.
Вот если мы все это дело сложим, то есть 3,6 умножаем на 6, получаем номинал 21,6, соответственно, вольта. Ну а мы с вами собираем данный корпус. Аккуратненько, будьте внимательны, чтобы ничего нигде не зацепить, не поддеть, не оторвать. Особенно при разборке, ну и, конечно же, друзья, при сборке. Вот, все до конца впихиваем, да. Так, чтобы не коротнуть тут чего-нибудь. Проводочки стараемся уложить где-то подальше, друзья, от контактов. Вот туда где-то впихиваем. Вот как бы, друзья, так. Надеюсь, что все у нас сейчас закроется и защелкнется. Будьте аккуратны. Так, нигде ничего не цепляет. Вроде бы все везде на местах. Ну что, хлоп. И аккумулятор у нас хлоп. А тут у нас не хлоп. Видите, не попало. Извиняюсь, зацепил камеру. Не попал зубчик. И вот что теперь делать? Я просто не понимаю. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Так, вроде бы все. О, все. Все это дело благополучно затрещало, защелкало. Ну и теперь с вами вместе. Так, проверяем кнопочкой. Все работает благополучно. Откручиваем наш аккумулятор. Для этого нам нужна крестовая отвертка. Откручиваем здесь винт. Не забываем, откуда винтики. И откручиваем, соответственно, снизу два винта. Для этого открываем крышку. Сейчас посыплется пыльца. Мы постараемся этого избежать. Хоп. Открываем крышку. И у нас в доступе два винта. Давайте, наверное, я положу на бок. И все это при вас сделаю, чтобы вы видели, что и как крутить. Опять же, напоминаю, делаю это не для тех, допустим, моих зрителей и подписчиков, которые любят смотреть обзоры аккумуляторов инструментальных, а больше делаю видео для владельцев пылесоса Dyson, которые ломают голову, какой аккумулятор, соответственно, прикупить. Все, видите, он так вот легко у нас вынимается. Винт сюда. И давайте сравниваем. Сейчас вам покажу одну вещь. Ну, в принципе, хоть хочется верить, что все здесь как бы идентично. Разъемчик я пробовал, подходит. Единственное, смотрите, если мы приложим вот таким вот образом, то передняя часть, которая входит у нас в зарядку, видите, на этих аккумуляторах она насколько длиннее. Не пугайтесь. Глубины зарядного хватает для погружения этого аккумулятора. Я сразу тоже был испугался, потому что можно купить, друзья, переходник под аккумулятор Makita и использовать аккумулятор Makita. Но из-за того, что будет невозможно повесить на стенку для подзарядки, надо будет где-то ложить его, я этим делом как бы пренебрегаю. Вот как бы так. Вот поравняем. Так, ну что ж, давайте пробовать, что у нас тут совпадет, не совпадет. Совпадет, не совпадет. Так, это поставили. Смотрите на кнопку. Кнопку сразу отпирает. Пока включать не будем, давайте смотреть вот эти вот винтики. Подойдут, не подойдут. Итак, первый пошел. Пошел, отлично, друзья. Неприлично, отлично. Есть. Второй. По крепежу, как мы видим, пока что все совпадает. Главное, что совпал третий винт. Все, два этих у нас готовы. Пылесос закрываем. И пытаемся закрутить, соответственно, третий, я бы сказал, основной саморезик. И он благополучно, без всяких напрягов, друзья, подходит. Все, пылесос у нас полностью готов. Вот такой вид теперь имеет. Немножко, опять же, удлиненная вот эта вот пятка. Ну и смотрим. Наваливает очень даже хорошо. Ух ты, фу. Это срабатывает защита пылесоса. Он думает, что он полный, соответственно, вырубает. А так...
пылесось, как говорится, не хочу. Все замечательно. Я лично полностью доволен и со спокойной совестью могу вам смело рекомендовать данные аккумуляторы. Значит, друзья, ссылку на Алиэкспресс в Беларуси на этот аккумулятор почему-то для меня перестала показывать. Не на этот, а на V8. Я на этот даже и не видел. Вот, поэтому я поищу. Если же будет на Алиэкспресс ссылка покажется, то я вам обязательно дам. Также я поищу эти аккумуляторы и на Озоне. Вот, в магазине TPCL, по-моему, называется TPCL 1. Этот магазин на Озоне. Поэтому лучше брать, как говорится, проверенные вещи, нежели вы купите там аккумулятор, я видел, за 60 рублей есть, но я в белорусских говорю рублях, за 80 рублей. Отзывы, конечно, там сразу идут положительные, потом пишут, там прошло там пару месяцев, и он вздыхает. Поэтому лучше покупать проверенные вещи. Все, друзья, на этом всем удачных покупок аккумуляторов для пылесосов Dyson и чистых ковров, наверное, да? Небольшой постскриптум. Не могу похвалиться и нарадоваться. То есть, смотрите, на первой скорости пылесос начал присасываться точно так же, как он присасывался с нова. Просто пушка, бомба, ракета. А если взять максимальную скорость, давайте, наверное, так стану. Вот, максимальная скорость, то его просто я уже не могу потянуть. Настолько сильно присасывается. Вот очень трудно пылесосить ковер. Очень трудно. Если я стану, допустим, к вам спиной и буду пылесосить край ковра, вот обращайте внимание на край ковра, он просто его подтягивает, толстый ковер, хочет приподнять и подтянуть. Так что, народ, очень сильно рекомендую как пылесос, так и вот этот вот аккумулятор от TPCL для данного пылесоса. Кто ищет аккумулятор, вы его, друзья, нашли. Это замечательно, клянусь Богом. Ну а теперь всем уже точно пока. Желаю, чтобы все.